Привет, привет! Это астрология простыми словами. Меня зовут Саша. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои видео. Я их выпускаю 3 раза в неделю, чтобы канал рос и вообще выглядел прилично. А то что это такое? Так мало подписчиков! И мы остановились на весах. Первая декада – это люди, рожденные с 24 сентября по 2 октября. Это весы, это классические весы, это эстеты, любящие все красивое, любящие все творческое, элитарное. Они очень нежные, доброжелательные, спокойные, иногда авантюрные, но не любят выделяться из толпы, хорошо зарабатывают деньги. Вторая декада – это весы, водолей, рожденные с 3 октября по 12 октября. Это самые своенравные весы, предсказуемые и оригинальные весы. Это весы, которые хотят жить на пределе своих возможностей. Третья декада весов – это весы-близнецы, это люди, рожденные с 13 по 23 октября. Это самые общительные, самые легкие весы. Очень важный момент, с ними обязательно нужно быть крайне деликатными в личной жизни. Если вы родитель, и это ваш ребенок, там, не доставать его, ну что ты там, давай мне расскажи, или что, втюрился что ли, или там влюбилась что ли. То есть нужно мягче, деликатней и хитрее немножечко с ними быть, чтобы они раскрылись вам. Следующий знак – это Скорпион. И без того не самый простой, если даже не сказать самый сложный, самый многогранный знак зодиака. Тоже делится на 3 декады. Первая декада – это люди, рожденные с 24 октября по 1 ноября. Это храбрые, великодушные, такие, знаете, немножко отвязные люди, но которые недоверчивы. Мужчины, к сожалению, часто бывают очень мстительными. Женщины менее мстительные, но тоже опасные особи. Вторая декада Скорпионов, самая такая, наверное, сильная, самая обширная по описанию декада, это люди, рожденные со 2 по 12 ноября. Это скорпионы рыбы, это самые сильные, самые страстные, самые инициативные скорпионы. Но при этом, надо сказать, это часто самая трагическая декада, потому что у этих людей нет чувства меры. Они лезут куда-то, они постоянно куда-то впрягаются за кого-то, за себя, не за себя, лезут на рожон. Из-за этого очень часто могут быть проблемы разного характера, начиная от тюрьмы, заканчивая какими-то трагическими случаями. Поэтому очень важно людям, рожденным в этот период, сразу с детства дать понять, что не нужно лезть в каждую потасовку и в каждый конфликт. Но еще один плюс: у этих людей самое лучшее финансовое чутье на деньги, что тоже их тянет часто в какие-то авантюры с плохим концом. Третья декада Скорпионов – это Скорпион-Рак, это люди, рожденные с 13 ноября по 22 ноября. Это самые эмоциональные, самые влюбчивые скорпиончики, при этом у них самая сильная интуиция. Они так же, как, в общем-то, и все скорпионы, очень целеустремленные и выносливые. Но для них важнее всех остальных именно отношения. Не просто секс, а именно отношения. Следующий знак зодиака – это Стрелец. Тоже 3 декады. Первая декада – это Стрелец-Стрелец. Это люди, рожденные с 23 ноября по 1 декабря. Это самые дружелюбные, оптимистичные стрельцы, для которых очень важно, чтобы все, что ни делалось, все было в радость. Они могут быть слегка рисковаты, и им очень важны перемещения и путешествия, иначе они закисают, как в своем болоте, и начинают быть нервными и воинственными. Вторая декада Стрельцов – это Стрельцы-Овны, такой огонь в огне, 2 огня, огонь-огонь. Это люди, рожденные со 2 декабря по 11 декабря. Это самые авантюрные, самые азартные стрельцы. Хорошо очень им играть в азартные игры,
азартный спорт, они в принципе азартные, поэтому они могут быть и крутыми болельщиками, и игроками в том числе. Авантюрные, храбрые, открытые и энергичные. Очень искренняя декада, но не гибкая. Третья декада стрельцов – это стрелец Лев, рожденный с 12 по 21 декабря. Самые великодушные, притягательные, с магнетизмом, с таким стрельцы. Все-таки Лев им здесь вот дает свою вот эту вот энергию, шарм. Это властные, вспыльчивые при этом, смелые, но мнительные люди. Но при этом они также эмпаты, то есть они умеют сопереживать, сочувствовать, выслушивать, быть вовлеченным в проблему другого человека. Следующий знак зодиака – это Козерог, один из самых, в принципе, сильных, таких стабильных и земных знаков. Тоже 3 декады. Первая декада – это люди, рожденные с 22 декабря по 31 декабря. Это Козерог классический, самый спокойный, самый расчетливый, самый настроенный на карьеру, на достижения, на деньги, принципиальный и серьезный. Вторая декада – это Козерог-Телец, люди, рожденные с 1 января по 10 января, и Телец здесь дал свое обаяние, шарм, любвеобильность. Это люди страстные, горячие, но при этом верные, из них получаются отличные бизнесмены и предприниматели. И третья декада – это Козерог-Дева, рожденные с 11 по 20 января. Это самые умные, самые успешные козероги, как правило. Они отлично умеют общаться, но при этом они очень трудолюбивы и активны, достигают очень больших результатов и успехов. Предпоследний знак зодиака – Водолей. Наверное, самый такой воздушный, самый изобретательный знак в принципе, тоже делится на 3 декады. Первая декада – это люди, рожденные с 21 января по 31 января. Водолей. Самый изобретательный, самый любознательный, самый такой, наверное, воздушный водолей из всех, который при этом склонен впадать иногда в тоску и в депрессию. Это гуманисты, это люди очень активные, но при этом непредсказуемые и порой сами не знают, чего хотят. Вторая декада водолеев – это люди, рожденные с 31 января по 9 февраля. Это водолей-близнецы. И, наверное, это самый такой стоящий на ногах уверенно водолей. Это активный, любознательный, точный водолей. У него аналитический склад ума. Он готов к риску, он общительный, но при этом иногда может быть достаточно резким. Третья декада водолеев – это водолей-весы, рожденные с 10 по 19 февраля. Это такие любимчики, это водолеи, которые, как правило, нравятся всем, потому что обладают большим очарованием, шармом. Они интеллектуальны в том числе, и для них, как правило, важны отношения, потому что именно эта декада находится под покровительством Венеры. Также они любят все материальное, в том числе просто деньги. И последний знак зодиака, завершающий весь зодиакальный круг, это, конечно же, рыбы. И первая декада – это рыбы, рожденные с 19 по 29 февраля. Это самые типичные рыбы, жертвенные, готовые всегда безвозмездно прийти на помощь, готовые наступить на горло своим интересам ради интересов других. Но при этом это, конечно, люди с самым таким богатым, крутым воображением, живущие часто в каком-то своем иллюзорном мире, представляющие какие-то свои события. Типичная рыба. Рыбы второй декады – это рыба-рак. С 1 по 10 марта рождены эти люди, обладают многими качествами рака, а именно переменчивостью характера, такого настроения. Они в меру амбициозны, они исполнительны, но, пожалуй, больше из всех 3 декад они разочаровываются в жизни и в людях. То есть это люди, которые способны
может быть, уйти куда-то в религию, поменять вот свою философию жизни именно из-за того, чтобы себя сберечь и не расстраиваться. Любвеобильны, еще раз повторюсь, в меру амбициозны и обидчивые часто, потому что рак на них все-таки действует. Ну и последняя декада – это рыбы, рожденные с 11 по 20 марта, это рыбы-скорпионы. Как уже может быть понятно из второго знака, из скорпиона, это самые сильные, самые пробивные, самые непотопляемые рыбы. Рыбы, которые часто знают, что и зачем они делают. Рыбы, которые достигают многого, рыбы, которые идут напролом немножко, но опять же обладают и общими признаками рыб, бывают депрессивны, меланхоличны. И еще такой момент, что при какой-то опасности или при какой-то критической ситуации они ждут, когда все разрулится само собой. Но это тоже общая характеристика всех рыб. То есть первое впечатление на какую-то кризисную ситуацию – это спрятаться, а потом уже идти в бой и мощно разруливать все происходящее. Вот такие были у нас сегодня декады. Опять прошу, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои видео. Планирую их выпускать регулярно. Если было интересно, полезно, ставьте лайк обязательно. Рекомендуйте кому-нибудь еще мои видео. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.